Вот и произошло ожиданное. В этом году FNAF исполнилось 10 чертовых лет, в честь которого создатель, ну или же легендарный Скотт Коутон, решил устроить неделю FNAF, в котором с 1 по 8 августа появлялись различные FNAF игры, новый контент и тому подобное. А ведь все начиналось с того, как тот самый Скотт делал свою последнюю игру на основе негативной критики насчет его детской игры про Чипера. И именно эта игра имеет лучший, по моему мнению, сюжет среди других игр, ведь речь идет про первые 5 ночей у Фредди. Так что сегодня я, как настоящий теоретик, решил разгадать первоначальный сюжет с первой части FNAF, который не рассчитывался на продолжение, и сделаю это прямо в этом видео. Что ж, 5 ночей у Фёди, Фёдора или же просто Фредди. Первое, с чего начинается игра, кроме как меню, это газета, которая доброжелательно ищет нового ночного охранника на деле за $120, которого, если каким-то образом расчленят, то они не будут нести ответственности за это. Какая добрая компания. Но к тому же, кроме центрального текста, есть размазанный неразбираемый текст, который был сделан по рофлу, чтобы заполнить газету. Но в нем есть данное высказывание. Это, вероятно, не лучший выбор работания лета. Не знаю, шутка ли это или отсылочка на то, что действие игры происходит летом, но в любом случае, в основном газета не несет больше ничего интересного. После него мы переходим в офис. Старый, с паутиной под столом, на котором включен вентилятор, пару мониторов и плакат. Не лучшая обстановка. Всю прелесть перебивает звонок от неизвестного охранника, который работал до нас. Вся его суть в том, чтобы помочь разобраться в новой работе. Но если он работал до нас, а мы же знаем, что аниматроники непростые мракобесы, то почему он в своей речи не говорит сразу, что они до жути опасные роботы, против которых надо защищаться дверями? Вместо чего он объясняет, что ночью их специально оставляют включенными, чтобы походили и отдохнули от танцев, а идут к нам только потому, что программа думает, что люди в нерабочее место – это эндоскелеты, которые ложат в пустой костюм. Что лично мне кажется странным. Почему это прописано по коду? Да и как будто кто-то подговорил его не рассказывать подробности. А также дополняет, что компания не несет ответственности за ущерб. Короче, сразу видно, что компания Фредди Фазбер далеко не лучшая. Что, кстати, можно также понять по упоминанию укусу 87. То есть бывший охранник говорит, что раньше аниматроники ходили в день до так званого укуса 87, что отсылает на то, что мы работаем в времена примерно 90-х. А также после чего он говорит, что люди без лобной доли могут жить, что якобы является фактом. То есть да, укус 87 это укус в лоб. Вот как это произошло, непонятно, и кого тоже. Ну, короче, кроме этих фактов и рассказов, в других ночах он лишь говорит советы, различные поздравления и так далее. Все изменяется в 4-ю ночь, в котором с звонка от охранника мы слышим стуки, музыку от Фредди, и в конце мы слышим крик Фредди, который настигает его и того, и того. Кроме этих звуков, он просит проверить пустые головы аниматроников. Почему он это хотел узнать, мне до сих пор непонятно. Что я скажу точно, Золотой Фредди появляется в 5-ю ночь. И что же, мне пора сказать мое мнение про Золотого Фредди. Сразу скажу, что он точно связан с тем бывшим охранником, а может даже им не является. При этом в ту же ночь мы слышим звонок, скорее всего, от аниматроника. Кстати, вот что еще непонятно, почему Золотой Фредди золотой. Честно, есть лишь два предположения. Во-первых, это про других аниматроников золотой обертки, что, кстати, подтверждается в дальнейших частях. А во-вторых, возможно, это просто потому, что это красиво. Ладно, насчет звонков мы разъяснили, теперь перейдем к аниматроникам. Думаю, объяснять, почему они ходят по ночам, чтобы нас убить, не надо. Так вот, Фокси, Бонни, Чика и Фредди. Просто стрёмные роботы, которые хотят вместе. И сейчас я вам хочу представить газетные вывески, которые с небольшим шансом заменяют правила. Всего их 4. И в них рассказывается про возможное убийство 2 детей, неизвестным убийце, которые сделали это в костюме аниматроника, то есть их можно надевать. Которого, кстати, узнают, допрашивают и, возможно, выпускают. И все это происходит летом, а также после чего идет новость о том, что компания Фредди Фазбер после различной негативной шумихи решила покончить со своим бизнесом в конце года, в котором мы работаем. Что же, ясно. Ну, если что, про выпускание убийцы не говорилось, я просто предположил лишь для моей теории, которую я скажу потом. Также в них упоминается, что тела детей не найдены, ведь они в костюмах аниматроника. Так что, когда с этим понятно, что насчет Фокси? Полный выделяющийся мракобес, ведь он единственный, чьи движения мы можем увидеть. Плюс он поломанный, что говорится в табличке возле его штор, за которым он прячется. И да, мне кажется, именно он совершил злополучный укус 87. Как?
Ну, возможно, когда его решили починить, человек, который чинил, стал поближе к очень острым зубам Фокси, а потом и нету лба. И когда это произошло, точно непонятно, но шумиху это навело, скорее всего, не маленькую. Кстати, в тех газетах говорится, что случай многолетний, так что, наверное, мысль, что действие, возможно, происходит в 2000-х, но это вряд ли. Короче, насчет других мне особо нечего сказать, так что переходим к самому интересному, именно к тому, за кого мы играем. Почему он не ушел с работы, почему он вообще работал тут и после полученных $120 остался на еще 2 ночи, даже если в названии упоминалось лишь 5 ночей. Давайте сначала посмотрим на сертификат на зарплату за 5 проработанных смен, в которой впервые упоминается имя главного героя Майкл Шмидт, а также дата, которая насчитывается на 12 ноября неизвестного года. То есть точного года мы не знаем, после 6 ночи мы получаем почти то же самое, в котором нас уже назначает работником месяца, а вот уже после 7, то есть той ночи, которая является кастомной, нас выгоняет из-за изменения программы аниматроников, а также большой вони, насчет которого я точно не знаю, либо шутка, либо Майк не любит мыться. В любом случае подозрительно то, что он решил трогать и изменять программу роботов, то есть он знает, как это делать. И последнее, что я хочу подметить, это галлюцинации Майка, или же легендарная фраза на английском первой части «It's me». Фраза может означать многое, но для меня это означает то, что души каким-то образом знают Майка. И неспроста. Если вспомнить те факты, то что Майк остался работать после первых ночей, умеет изменять программу аниматроников, а также воняет, можно предположить, что он далеко не простой. При этом его вместе с этим хотят убить. Так что у меня есть теория, то что сам Майк Шмидт и главный герой является убийцей, который того примерно 4 детей в закусочной. Так что после того, как главная загадка разгадана, можно предположить, что я понял первоначальный сюжет ФНАФа, и сейчас я расскажу полностью. Примерно в 70-х открывается закусочная с антропоморфными аниматрониками, которые были как и золотые, так и обычные, то есть Фредди, Бонни, Чика и Фокси с золотым Фредди. Бизнес, возможно, был популярен и хорошо проносил. После долгих лет по какой-то причине убрали золотые костюмы, оставив их в далекие дебри закусочной. В 1987 году при починке Фокси, чинящий, который это делал, случайно потерял лобную долю от острых зубов Фокси, после чего компания начала терять рейтинг. Из-за этого, возможно, завелся один убийца. После одного из их похищений и того все-таки заметили, допросили и, возможно, отпустили из-за его ловкости. После этого случая компания пыталась все скрыть, чтобы получить спонсоров, но ни один из них не хотел с ними связываться, после чего компания Фредди Фазбер решила закончить карьеру к концу года, в котором принялся на ночную смену тот же убийца, но с измененным именем, который, возможно, хотел кое-что сделать или же убрать улики. После 4-й ночи появляется Золотой Фредди, который, возможно, является бывшим охранником, который вместе с другими намекает на то, что они те самые жертвы его действий. После 7-й ночи, когда он изменял их программу, его увольняют, после чего про дальнейшую его историю не говорят, пока в конце года компания вместе с закусочной закрывается навсегда. И вот вся оригинальная история первого ФНАФа по моей версии, моему мнению, со злодеем, его жертвами и, возможно, местью. Что же, на этом все. Если это видео наберет 1500 просмотров и 75 лайков, то я сделаю то же самое только с второй частью, где будет больше загадок, тайн и всякой чепухни, которые я не прям хочу разгадывать. И прикол не в сюжете, а в том, что когда Скотт уже думал о 3-й части, предположение и продолжение и так далее, а после 3-й идет 4-я, которая оставила сотни вопросов, так что в этом и прелесть разгадывать сюжет именно 1-й части. Ведь именно она должна была стать последней игрой Скотта. Так что напоследок скажу то, каким бы ужасным ни был нынешний сюжет ФНАФа, все равно его до сих пор играют, смотрят, спидранят и любят, ведь есть за что. Так что на этом будем заканчивать. Всем пока, удачи и здоровья.